На днях мое село обстреляли ракетами. Разбили детский сад, разбили 2 частных жилых дома, множество домов в округе с побитыми крышами, с побитыми окнами. У меня есть знакомая, ее зовут Лена. Лена, спасибо большое, если ты смотришь это видео. Так вот, Лена в тот же день буквально пришла ко мне на участок осмотреться, что да как. Ну, пишет, что вроде все целое, крыша целая, окна целые. Но самое ценное, что Лена сняла коротенькое видео во дворе моего дома. И вот сейчас мы это видео с вами и посмотрим. Но сначала 3 важных замечания, коротких. Первое. Не ругайте качество видео. Ну, какое есть, такое и есть. Второе. Видео короткое. Поэтому, чтобы вы успели рассмотреть, чтобы я успел прокомментировать, я буду делать стоп-кадры, останавливать в определенных местах, ну и за кадром рассказывать. Ну и, наконец, третье. Для кого это видео? Да, собственно говоря, для тех, кто в комментариях часто спрашивает, как там ваш участок, как там ваши растения. Итак, смотрим. Ну, давайте начнем со входной двери. Вот здесь сразу видна проблема. Это виноград девичий триостренный. Видите, как он активно захватывает пространство. Сейчас входная дверь похожа на дверь из какого-то фильма ужасов. Это растение, которое требует присмотра. Его нужно регулярно обрезать. Те, кто пишут в комментариях, что посадили и не растет, подождите, дайте ему прижиться. Приживется, потом надо будет его сдерживать. Движемся дальше. Ну, на переднем плане сумах, ничего с ним, понятно, все нормально. А дальше получается интересная зона. Это зона входа в летний душ. И вот здесь растение, которое меня очень сильно интересовало. Магнолия. Помните, недавно я снимал видео, рассказывал, что мои магнолии погибли из-за засухи. Они не переносят засухи. А вот здесь, в зоне летнего душа, магнолия выжила. Это магнолия крупноцветковая, вечно зеленая. Она здесь выжила благодаря тому, что во время летней жары летним душем пользуюсь раза 2 в день точно. Поэтому там постоянно влажная почва. И вот мне было очень интересно, как же она переживет эту зиму без укрытия. Я обычно ее укрываю агроволокном, она в углу посажена под южной стеной. И укрывал. В этом году, естественно, нет. Тем не менее, перезимовала. Да, видно, что хлорозит, листья бледные, желтенькие. Какие-то проблемы, видите, коричневые пятна, но тем не менее перезимовал. Да, зима была, конечно, мягкая. Насколько я знаю, температура не опускалась ниже, чем минус 12, минус 13 градусов. Идем дальше. Дальше вдалеке, наверное, видно вам, надеюсь, это бамбук. Вот тот самый вечно зеленый бамбук. Вот это прирост прошлого года. В этом году он еще не отрастал. Отрастать он начнет где-то в начале мая приблизительно, когда уже совсем тепло станет. Но тем не менее, то же самое отлично перезимовал. Довольно высокий уже, я вижу, так с меня ростом, наверное. Поэтому с ним все нормально. Дальше у нас абрикос. Абрикос, который я осенью 2021 года радикально обрезал. Он вырос высоким. Плоды достать было фактически невозможно. Они падали, разбивались. Поэтому решил его радикально обрезать. Я снимал об этом видео и показывал. Но я обрезал крупные ветки, но не все. Одно я, видите, оставил. На что я рассчитывал? Что абрикос такая уникальная культура, что даже у старого абрикоса просыпаются спящие почки, отрастают новые побеги. Так и произошло. Вот я отсюда даже вижу на этом видео, что внизу штамба отросли новые побеги в нужном мне направлении. Да, их там много, да, их там надо прореживать, да, они уже выросли очень большими, их надо укорачивать, но тем не менее они там есть. И вот теперь можно вот эту оставшуюся ветку смело будет убирать. И я получу абрикос на невысоком штамбе с ветками, которые растут в нужном мне направлении, на нужной высоте, чтобы удобно было с ним дальше работать. Дальше павловния. Вот этой павловнии 6 лет уже. Я вам ее регулярно показывал. Ей 6 лет, но она еще не цвела. И в этом году, как я вижу, цвести пока еще не собирается. Под павловней это магония подуболистная. Вот недавно кто-то в комментариях спрашивал, прошло 3 года, покажите, как она выглядит. Ну вот, благодаря вот этому несчастному случаю могу показать, как это выглядит. Она потихонечку растет, разрастается. Смысл в том, что перед ней скамейка, и я хотел за скамейкой создать такую ширму вечно зеленого растения. Она разрастается. Видите, даже уже какие-то побеги прямо на скамейку вылазят. Тоже требует, конечно, стрижки. Уже вся в бутонах. Ближе к маю уже будет зацветать. Идем дальше. Дальше самое интересное. 2 кипариса. В этом году их, естественно, никто не укрывал, не притенял от солнца, вот этого позднезимнего, начала весеннего.
И тем не менее, как я смотрю, выглядят они прекрасно. Не вижу никаких повреждений, ну, по крайней мере, вот то, что я могу видеть. Поэтому при такой зиме, как минус 12, минус 13, вполне нормально выживает. Под одним из кипарисов я когда-то сажал фатинию, тоже показывал вам, тоже отлично перезимовала. Розовые кончики, это значит, что побеги уже будут скоро начинать отрастать. Но единственное, видите, листья, очень кто-то полакомился ними. Прямо все изгрызаны каким-то насекомым вредителем. Ну да ладно, пока это не так страшно, главное, что перезимовала и жива. Ну и дальше моя любимая мушмула японская, которую я каждый год показывал вам. Ставлю каркас, укрываю агроволокном в 2 слоя, сверху еще пленкой, пенопластом. В этом году без укрытия, видите, перезимовала. Да, конечно, листики не очень такие яркие, но главное, что перезимовала. И листья будут новыми. Ну вот, я надеюсь, удовлетворил любопытство тех, кто постоянно спрашивает, а как там ваши растения, а как там ваш участок. Надеюсь, что скоро я все-таки буду на своем участке и сниму полноценное видео о том, как мои растения пережили вот этот довольно длительный промежуток времени безо всякого ухода. Что выжило, а что не выжило. Вот это и будет настоящий малоуходный сад. Сад растений, которые могут жить самостоятельно, без участия человека. Что-то, может, и не выжило. Ну, посмотрим. Всего доброго.